Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я предлагаю прогуляться вам вместе со мной в замечательном, наикрасивейшем парке, который находится на острове Лансароте, парк кактусов. Потрясающе красивое, очень интересное место, огромнейшие экземпляры, красивое цветение кактусов, кактусы и форби и прочая красота. Всем, кому интересно, присоединяйтесь ко мне и начнем нашу поездку. Так, друзья, мы попадаем на территорию парка, который также был создан Цезарем Манрике. Я уже неоднократно показывал его произведения. И этот парк кактусов не является исключением. На входе нас встречают эхинокактусы, их будет очень много, различных эхинокактусов. Будет много колючих растений, кактусов, форбий и просто суккулентов разнообразных. Посмотрите, это общий вид на данный парк. Да, вот такой вот вид. Вход стоит в парк около 6 евро, друзья. В зависимости от того, резидент вы Канарских островов или вы турист, то есть цена варьируется. Но в среднем 6 евро, да, рассчитываем так. Посмотрите, какие крупные снова эхинокактусы Груссони стоят на входе. Огромные алоэ. Смотрите, какой красавец. Алоэ герстнери. Некоторые растения я вам буду называть, друзья, названия. Некоторые мы просто будем смотреть, любоваться. Опять-таки, не в названиях счастья, так сказать, да. Посмотрите, вот эти крупные кактусы. Здесь очень жарко, очень высокие температуры сейчас на улице и под открытым небом. Вот пишут что-то, что нельзя здесь сделать, да. Какие-то таблички, я так и не понял конкретно, что нельзя здесь делать. Посмотрите, какие шипы. Колючки просто нереальных размеров достигают данные кактусы, да, потрясающие величественные растения, очень крупные. Здесь будут посажены также и небольшие мамилярии, и просто какие-то красивые растения. Будем смотреть, вот иониумы, да, которые я называю аэниумами, обычно иониумы такие темные красавцы. Посмотрите, какие монстры, просто монстры. Многие из них, вы знаете, достигают моего роста, а многие из них даже выше меня значительно, да, по 2, по 3 метра в высоту. То есть очень серьезные такие экземпляры, очень интересные. Посмотрите тоже, какая красота. Это похоже что-то на мамилярию, возможно, одну из мамилярий. Так, здесь посажены красулы авата. Смотрите, какой кактус тоже необычный, вот так он выдает цветение, я так понимаю, да, здесь образуются у него семена. Посмотрите, какая роскошь. Все это было создано вручную, друзья. Это все было привезено сюда. Здесь было что-то наподобие заброшенного какого-то каньона такого, да, где-то что-то добывали, раскапывали и потом забросили. И вот Цезарь Манрике дал новую жизнь этой территории, этой зоне. Потрясающе красивые кактусы, вот эти с розовым, мне они нравятся. Ферокактус эноруи называется это растение, ферокактус эноруи. Очень красивые тоже экземпляры, необычные. Форбия грандикарнис. Посмотрите, какая тоже красавица, это Форбия грандикарнис. Здесь люди делают фотографии на фоне этих цефалоцериусов сенилис, да, вот такие они тоже великаны. Друзья, на многих растениях я буду стараться наше внимание задерживать, но иногда, если камера двигается немного быстровато, не обижайтесь, потому что пространство нам нужно охватить, территория очень большая. Продолжим прогулку, посмотрим, что же здесь еще есть. Конечно, сад, так сказать, на любителя, людей здесь очень много, если вам нравятся такие растения. Да, пустынные. Здесь все растения подписаны, написано их происхождение. Многие из них из Южной Америки, да, многие из Африки, из Марокко, например. Да, очень много кактусов и форбий привезено. Вот смотрите, вот такая форбия лактия, крестата. Тоже очень красивое и необычное растение. Растет оно таким мощным кустом. Формирование у нее своеобразное. Таких много кактусов стелящихся, цветущих тоже. Вот такой вот, посмотрите.
таблички указывают, что не наступать, да, на растение, нужно ходить аккуратно. Даже не сколько вы повредите растению, сколько вы можете очень сильно повредить себе, если такие колючки вам вопьются, шипы эти вопьются в ноги. Посмотрите, какое небо, смотрите, какая высота у этих кактусов, у этих цефалоцериусов. Вот такой вот он красавец. Знаете, трогаешь и не колется особо, он такой пушистенький, я их называю кактусы-старички. У меня есть несколько кактусов подобного плана, мне они очень нравятся. Они, знаете, такие позитивные кактусы, не сильно колючие. Смотрите, снова эйфорбии огромные, шикарные, тоже эйфорбия лактия. Посмотрите, тут она растет в виде такого огромного, можно так сказать, уже дерева, да, высажена. Продолжаем движение. Снова хинокактусы, другая разновидность хинокактусов. Вот такие вот дорожки, все сделано в одном стиле, кругом это вулканическая лава, и дорожки ей вымощены, и, так сказать, территория, где растут сами растения, тоже засыпаны этой вулканической лавой. Смотрите, здесь такое небольшое цветение на таком великане, такие маленькие-маленькие цветочки, да, такие. Такой вот кактус стоит, достаточно необычный тоже, цветущий. Вот, красивое, своеобразное растение, я вам еще их покажу. Вот видите, такая, можно сказать, палка с лепестками, с листиками, да, Алуадия просера. Огромные здесь растут алуадии, их будет очень много на протяжении всего нашего пути, на протяжении всей нашей, так сказать, прогулки. Я вам еще эти алуадии покажу в будущем. Форбии, конечно, шикарные. Вот смотрите, вблизи можно посмотреть на эту алуадию. Вот такой вот у нее ствол, и на этом стволе растут шипы, и также растут небольшие листья. И она имеет нереальную высоту, мне кажется, тут 2,5-3 метра, скорее всего даже 3 метра будет точно у этой алуадии. Продолжаем наше движение. Красиво вписывается в данный ландшафт вся эта зелень, все эти кактусы, все эти эйфорбии. Вот тоже очень интересный такой кактус. Смотрите, какие у него красивые цветы. Да, посмотрите, какой интересный, необычный харисия называется данный кактус. Смотрите, какие у него красивые такие кремовые цветы огромного размера. Очень необычный харисия. Еще различные форбии. Красиво так все выложено, вымощено этими плитками. Вот такая тоже эйфорбия. Они, конечно, разрастаются до нереальных размеров. Да, я смотрю, там какие-то и бугенвилия пытается тоже что-то из себя родить. Какой-то показать признак жизни, что тоже она здесь есть. Вписали ее сюда вместе. Посмотрите, какая красота. По этим верхним ярусам тоже можно ходить. Вы знаете, я прошел, там я уже не снимал. Там было некоторое количество мамилярий. Но после всех великанов, что я увидел раньше, эти малыши меня, конечно, не очень впечатлили уже, да? Видите, вот снова цветение кактуса. Вот такая вот красота. Своеобразно выглядят кактусы, согласитесь, да, когда они уже достигают своих природных размеров. А многие из них выглядят уже не как такие симпатичные домашние любимцы, да, а многие из них уже выглядят как такие немного устрашающие монстры. Да, вот это именно такое ощущение при виде многих этих растений, при виде их мощи, их такой колючести высокой, да, складывается. Цефалоцериусы среди разнообразных эйфорбий. У многих эйфорбий названия достаточно сложные, друзья, вы знаете, их, так сказать, без бокальчика сангрии не выговоришь, да, эти названия, потому что, ну, вот реально язык можно сломать. Но такая тоже эйфорбия достаточно интересная, своеобразная растет здесь. Здесь нужно пробираться очень аккуратно, вы знаете, несмотря на то, что я иду с камерой, снимаю, я должен постоянно, так сказать, бдить, да, иначе можно реально очень так неплохо уколоться. Дорожки достаточно узкие, и кактусы посажены достаточно близко, то есть такое ощущение не для слабонервных, да, можно сказать, но все равно восторг, и нет ему предела.
Такое не каждый день увидишь, да, такие кактусы таких размеров, смотрите, вот тоже какой-то прям монстр самый настоящий. Наверняка, если бы он сидел в маленьком горшочке, он бы был очень симпатичным таким, знаете, маленьким пушистиком. Но когда он дорвался, так сказать, до достаточного пространства для своей корневой системы, вот такие тоже агавы красивые растут. Посмотрите, какая расписная, да, красавица агава, как будто бы акварелью ее нарисовали. Вот такие вот пейзажи. Здесь есть несколько искусственных водоемов, даже есть водоем с маленькими типа карпов, да, что тут этих малышей совсем, таких карпиков. Во многих они плавают в водоемах. Вот новые форбии. И везде эти предупреждающие таблички. Смотрите, какая красивая форбия лактия снова. Они есть разнообразные, есть более варигатные, есть такие отдающие более в желтизну. Необычные растения. Да, вот и форбии. Это тоже красавица. Это уже и форбия канариенсе, по-моему. Да, это, по-моему, и форбия канариенсе называется данная. Также здесь есть и форбия канделябра. Тоже очень крупные экземпляры. Посмотрите, вот такие своеобразные скульптуры. Эта скульптура очень напоминает всем, кто был в Мадриде, мадридского медведя, да, который стоит вот так возле чего-то напоминающего гриб или дуб, медведь. Такая есть скульптура своеобразная. Да, вот это была такая своеобразная презентация этой скульптуры, мне кажется, абстрактная. Продолжаем движение. Вот здесь вы тоже можете видеть эти кактусы. Посмотрите, вот это прям настоящая поляна, да, такая полянка. По такой полянке, конечно, гулять. Грехи только разве что отмаливать, да, по такой полянке гулять. Но смотрится очень эффектно. Посмотрите, да, такие прям фейерверки кактусовые. Вот смотрите, тоже эти шикарные справа, да, эхинокактусы. Очень большие, их очень много, я вам буду их показывать, да, постепенно мы будем все смотреть. Вот здесь снова композиция из эхинокактусов и ферокактусов посажена. Вот такие движения. Посмотрите, вот тоже какая красота. Я восхищен на самом деле всеми этими вулканическими породами. Мне кажется, это просто потрясающее чудо природы, да, в таком абсолютно недоброжелательном, можно так сказать, климате растет вот такая необычная своеобразная красота, да, своя природа. Смотрите, какие стоят. И вверху, и внизу, да, просто хочется идти и наслаждаться, честно сказать, не блистать особо названиями. А вот справа вы увидели такой-то такой эхинокактус, эхиноцериус и все прочее. Просто хочется вам показать, насколько все можно красиво создать на абсолютном, так сказать, пустыре, абсолютно неблагоприятных условиях и создать вот такую красоту. Мне кажется, это одна из опунций, такая необычная рыжая. Вот тоже, посмотрите, какой суккулент необычный. Тоже своеобразная такая форбия. Очень красиво. Продолжаем наше движение, друзья, по нашему колючему раю. Да, для любителя кактуса, конечно, это здесь можно задержаться несколько часов. Знаете, моя прогулка длилась тоже примерно час. Уж слишком было жарко, и от кактусов достаточно мало тени было, да, но я все равно насладился по полной. Так сказать, я выгулял все свои 5,5-6 евро, которые были потрачены мной. Посмотрел, полюбовался и зарядился кактусовым настроением. Посмотрите, вот тоже какие огромные стоят, как битки такие огромные. Вот тоже необычный кактус. Много деток, да, очень много деток. Таких деток, такой малыша можно, конечно, тут не стоит брать в целом, но его берешь, и он потом наращивает корешки и начинает расти. Смотрите, вот они стоят, эти 3 бариля таких огромных, да, кактуса. Вот снова это алуадия. Необычное, конечно, растение. Очень интересное. Колыхающаяся алуадия на ветру, друзья. Вы видели такое когда-нибудь алуадию, колыхающуюся на ветру? Вот теперь вы ее видели. Вот посмотрите, тоже просто кактус-монстр, да?
нереальных размеров достигает этот кактус. Смотрите, какая мощь. Вот там лестница, откуда мы с вами пришли изначально, да? Сейчас посмотрим. Еще здесь тоже тут прям у них такая огромная композиция. Очень своеобразно, все красиво посажено. Люди гуляют, здесь в масках нужно ходить, потому что закрытый типа загон, так сказать, да? Закрытая территория, поэтому все в масках. Хотя, конечно, никто же их толком не носит. Да? Так, приспускают для вида в большинстве своем. Вот снова это растение, прям сегодня на нем я сделал определенный акцент. Уж очень оно необычное, интересное. Я знаю, что есть люди, которые их выращивают в домах, конечно, в домах это совершенно иные габариты. Такие габариты в домашних условиях не достигнуть при всем желании. Конечно, и не стоит такое иметь в доме, наверное, размером растения, но очень оно необычное. Смотрите, какая красота. Такие они прям веселенькие, знаете, на фоне многих абсолютно колючих кактусов. Вот эти зеленые листики, они дают ощущение такого более позитивного настроя и взгляда на жизнь, да, не такие они отпугивающие, отталкивающие своей колючестью. Смотрите, какая красота. Тоже потрясающее цветение. Сейчас вылетело из головы название. Я знаю это растение, но вот оно вылетело вмиг. Если кто вспомнит, друзья, напишите, буду признателен. Посмотрите, как цветет. Красота. Пахиподиум, по-моему, это называется растение. Пахиподиум. Вот такая тень, потрясающе красивая. Просто пейзаж настоящий. Вот они снова, эти растения. Будем называть их пока пахиподиумы. Да, я просто не всегда останавливаюсь прочитать табличку. Таблички крайне мелко написаны. И вы знаете, если я буду останавливаться, мне надо останавливать камеру, нагинаться, читать. Поэтому я то, что помню, говорю. Вот, кстати, для всех любителей бакарней. Не так давно мне писали про бакарнеи, люблю ли я их, да, очень красивые растения, посмотрите, вот бакарнеи в цвету, огромные цветы у них выходят, огромные такие початки соцветия, достаточно долго эти цветы держатся на бакарнеях и красиво в целом цветут. Посмотрите, продолжаем с вами наше движение, еще мы с вами немного прогуляемся, я надеюсь, вы не сильно устали от нашей прогулки, посмотрите, какая эйфорбия. Красавишно просто. Эйфорбии, кстати, очень люблю. Они настолько разнообразны, настолько интересны. Да, посмотрите, вот тоже очень красивая серебристая эйфорбия. Харида. Да, называется она голубая эйфорбия. Blue эйфорбия такая. Эйфорбия харида. Крайне необычное растение, конечно. Смотрите, какие тоже красавцы. Мощные, вот эти кактусы тоже они отливают такой серебристой зеленью, крайне необычная. Вот этот прям, по-моему, это называется неораймондия. Неораймондия, этот кактус называется, величественный великан. Видите, какие маленькие таблички. С моим еще слабым зрением, да еще и солнышком, миссия невыполнима практически. Знаете, прочитать название еще и на латыни. То есть так чуть-чуть, конечно, надо было латынь мне учить в свое время. Но я их читаю обычно так, на испанский манер, поэтому не всегда произношение получается правильное. Вот тоже что-то очень необычное. Такое, друзья, всем, кому какие-то моменты интересны, вы можете всегда приостановить камеру. Или сделать скорость воспроизведения помедленнее, да, если для кого-то я слишком быстро иду, и они не успевают полностью разглядеть. Посмотрите, здесь уже нужна стрижка. Да, приходите, мы вам запишем в нашу парикмахерскую. Посмотрите, какой пушистый стоит, лохматый такой кактус. Тоже очень необычная красота. Вот красивый тоже кактус. Продолжаем. Кружимся. Стеноцериус вот такой стоит большой, вот этот малыш. Небольшая эйфорбия и вот такой вот интереснейший стеноцериус, да, Беннекей, крупный экземпляр. Продолжаем движение. Вот эйфорбия стоит, эйфорбия Авас Монтана, эйфорбия канделябра, да, вот это наша местная канарская эйфорбия. Такие кактусы тоже. Огромные, просто монстры.
Посмотрите, есть и поменьше такие, менее колючие тоже, ребят, тоже очень приятно выглядящие. Вот этот уже видно явно подперли, потому что они заваливаются. У них есть такая тенденция у многих кактусов, они не выдерживают сами свой вес. Знаете, разрастаются до таких размеров, что сами уже потом этому и не рады. Посмотрите, какая эйфорбия. Мощнейшее дерево, примерно 5-6 метров в высоту. И раскидистая тоже в несколько метров раскинулась. Смотрите, какой у нее ствол. Этот кактус тоже потрясающе красивый. Как будто бы искусственный выглядит. Потрясающие эти, конечно, канарские эйфорбии. Они завораживают своими размерами. Такие огромные. Вот. И даже из кактусов в таком климате, да, не очень благоприятно. Можно из кактусов, эйфорбий, прочих суккулентов создать очень красивые композиции, например, перед домами. У нас часто такое делают, что высаживают буквально одни кактусы. Затраты минимальные, я имею в виду по поливу. То есть, да, они очень долго могут стоять вообще без полива, месяцами таких размеров растения. Выглядят очень эстетично на фоне лаконичных построек, каких-нибудь белых стен, вот такие вот пятна зелени и мощи, смотрится очень красиво. Вы знаете, даже красивее, чем просто какие-то аляпистые расписные сады зачастую, да, такой минимализм в архитектуре и в природе. Здесь еще один небольшой водоем. Тоже растет. Смотрите, какая там огромная эйфорбия. Эйфорбия авасмонтана. Там есть небольшой магазинчик. Вы знаете, продают всякую дребедень, честно вам скажу. Да, такие там брелочки, магниты. Все это можно купить в других местах. Только на, например, если стоит 3 евро здесь, то можно купить за 1,5 или за 2 евро в другом месте. Опять-таки сказывается то, что это такая закрытая территория и всегда цены выше на все эти безделушки. Вот такая красота. Посмотрите, прям по кругу, по центру, да, вот там высажены тоже суккуленты. Такая морда. Посмотрите, другим словом не назовешь. Я сначала не понял, что это. Сначала подумал, что это какая-то сова сделана, да, из-за глаз. Но мне кажется, какой-то монстр. Такой кактусовый монстр. Циперус растет здесь тоже. Вот так вот. Смотрите. Вот там еще есть мельница, тоже она не действующая. Такая небольшая декоративная. Там, где вы можете видеть огромное окно, там находится ресторан. Достаточно тоже интересный и красивый ресторан. Своеобразно сделано там все в этом ресторане. Прослеживается тенденция, да, места этого. Посмотрите, вот эти рыбки. Это как наподобие что-то золотых рыбок. Видите, малыш кинул им что-то, они кушают. Такие карпики, да, маленькие, похожие на карпы кои, только совсем маленькие. Большое количество, очень красивые, кстати, рыбы, мне они нравятся. Очень яркие раскраски у них бывают. Своеобразные. Вот мы снова вернулись к этим кактусам, к этим эхинокактусам Груссони, чтобы показать вам их поближе. Мы до этого проскочили мимо них. И я не уделил им должного внимания. Даже, посмотрите, даже лампы сделаны тоже с такими колючками, да? Как в форме кактусов. Все прослежено все проделано до мелочей здесь, да? Посмотрите. Какая красота, какие великаны. Просто нереальнейших размеров кактусы. Еще они там пытаются как-то и цвести, еще такими маленькими желтыми цветами. Своеобразные, очень красивые растения. На самом деле, одни из самых моих любимых кактусов в плане наблюдения со стороны за ними, да? Продолжим еще немного наше движение в эту сторону. Посмотрим здесь тоже на своеобразные эйфорбии. Вот эти кактусы тоже мне очень нравятся. Такие тоже эхинокактусы, платиакантусы, да? Тоже эхинокактус, как и другие, но вот эти имеют такую более вытянутую форму. Посмотрите, какая необычная у них середина. Такая мягенькая, пушистая, да, и постепенно эта мягенькая, пушистая середина начинает разрастаться. Удивительные растения, крайне необычные. Вот тоже суккулентное дерево такое красивое, с листвой. Посмотрите, какая красота. Тоже одна из эйфорбий. Дает она небольшие листья, такие зеленые. Вот какая огромная агава. Тут посажена голубая агава и прочие агавы
разнообразные, очень красивые тоже растения. Вот эта агава, посмотрите, выбросила свой цветонос. Очень жаль, что агавы после цветения, вот сейчас она его продолжает набирать еще, этот цветонос, после цветения они засыхают, то есть они отдают все силы в этот цветонос и после просто погибают. Да, вот такой единственный момент, который в агавах меня смущает, как в растениях, да, я имею в виду. Я знаю, что некоторые люди покупают их для дома, и у нас их часто высаживают, и смотрятся они эффектно, но они могут все разом зацвести, вы знаете, и потом просто приходится выкорчевывать огромные кусты с этими огромными мощнейшими корневыми системами, да, и не всегда это просто. Смотрите, какая роскошь. Какое необычное растение, друзья. Вы встречали когда-нибудь такое растение? Кто его знает по имени-отчеству? Посмотрите, вот тут тоже просто какие-то скопления эйфорбий. Или это даже нет, это не эйфорбия, по-моему. Это что-то другое должно быть. Посмотрите, такие у него необычные листья своеобразной формы, похожи на рога. Вот тоже монстр из пучин, из пустынных пучин, да, такие монстры. Здесь своеобразные растения есть, конечно. Я такие, многие из них в природе никогда не встречал у нас, да, конкретно на острове. Очень много эйфорбий у нас растут на улицах, но многие даже эйфорбии привезены специально сюда из Латинской Америки или из других частей Африки. Вот он, мой красавец, розовенький ферокактус. Посмотрите, какой интересный он. Они в горшках, кстати, когда они не очень большие, вот такого размера, хотя это кажется небольшой, на самом деле это огромный кактус. Очень часто их ставят перед домами и смотрится оно очень эффектно, вы знаете, очень стильно и очень-очень красиво. Посмотрите, вот такая вот необычно потрясающая, вот тоже мужчина явно любит кактусы, я его видел в течение всей моей прогулки, он каждый кактус практически фотографирует индивидуально, то есть будет у него большой альбом фотографий кактусов, да, поименно. Говорю, люди, которые попадают сюда в эти места, и которые действительно очень любят кактусы, для них, конечно, здесь раздолье. Вот, посмотрите, необычные такие мамилярии красивые. Здесь есть зона, где эти малыши растут, но на камеру, к сожалению, они не очень эффектно смотрятся, практически их не разглядеть. Здесь тоже есть цветение. Форби Эмиля вот тоже мощнейшие стоят. Это такие уже более гибридные варианты, да, которые более жирные, можно так сказать, с огромными бутонами, большими соцветиями. Очень-очень красиво смотрящиеся. Вот так все сделано в форме такого, да, пирамиды, можно так сказать, своеобразной, которая поднимается, и на каждом ярусе высажены кактусы. Большое количество разнообразных опунций вот в этой зоне. Представьте, все это было построить, все эти сложить, все эти стены из вулканических пород. Посмотрите, какая опунция необычная, тоже колючая. А вот эти опунции, которые плодоносят. Тунерос они называются у нас, а плоды их называются туно. И вот эти плоды, они очень вкусные, на самом деле съедобные и нереально полезные для кровеносной системы, для кровообращения, для сердца и в целом для здоровья. Очень полезны. Посмотрите. Общие виды, общие пейзажи. Опунциевый рай. Опунции, они очень опасные кактусы. Если другой кактус вам может просто уколоть, то опунция вам в большинстве своем в подарок оставит большое количество колючек. Да? Каким бы местом вы ее ни задели, опунция всегда очень щедра на колючки. Поэтому я к ним вообще отношусь очень скептически, очень осторожно. Да, к общению с опунциями, поэтому я их не завожу. Посмотрите, какой вот ресторан, я вам тоже его покажу сейчас. Вот тоже опунция, смотрите, какая красивая. Красота, страшная сила, вот это реально про нее. Посмотрите, тоже у нее есть плоды и такие, как будто бы надутые подушки, эти колючие ее листья. Вот такая терраса, люди там кушают, выпивают, что хотят. И на этом, пожалуй, мы закончим нашу прогулку. Я заслужил стаканчик лимонада. Мы с вами увидимся в следующих обзорах. До новых встреч. С вами был Николай. Пока-пока.